Всем привет! Это новое видео о шарфе. Мне кажется, я вам уже очень сильно задолжала это видео, и скоро уже зима закончится. Правда, очень уже даже стыдно стало, что я никак не смогла домонтировать. Но у меня вдруг какая-то паника такая появилась, что я что-то не очень красивое как будто снимаю. Изделие это красивое, мне очень нравится, как оно получилось. А вот как я все это наснимала и как я выглядела в кадре, мне не очень нравилось, поэтому никак не могла домонтировать, и даже вот за новое видео никак взяться не могла. Но я переборола себя, все, я снова все продолжаю снимать. И вот как раз сейчас я добавлю вот эти кадры про шарф, потому что он уже сейчас у меня готов. И сейчас давайте смотреть, давайте покажу, как я его вязала от начала, от пряжи и вот до конца, как у меня все это получилось. И хочу обозначить по пряже, из какой пряжи я вязала и какие варианты, какой аналог вы можете выбрать, и толщину, количество петель, мои спицы и размер спиц и размер крючка. Я здесь все вот напишу, обозначу, можете сделать скриншот или можете перейти также в Telegram, где я как раз делилась по этому шарфу, как я его вязала, и какие варианты пряжи можете найти вы, потому что я вязала этот шарф из пряжи от магазина Knit Seasons. Я покупала его на корейском pop-up пряжи. Сейчас хотела как раз показать, как я ходила на поп-ап. Есть некоторые кадры, и у меня получилось видео, когда я туда ходила, все засняла. Видео формата такого вертикального, поэтому короткие рилсы и шортс было, я уже выкладывала, и очень хорошие были просмотры. Видимо, это что-то необычное, потому что в Корее только проводят такие поп-ап. Не знаю, в других странах проводят ли, мне очень тоже интересно. Пишите, если вы тоже такое видели, выходили, когда. Магазин какой-то, не только магазин пряжи, а вообще магазин, даже бывает косметики, выставляет свои товары вне своего магазина, например, в торговом центре, для того, чтобы сделать рекламу. То есть люди ходят по магазинам в торговом центре, гуляют, и вдруг они видят, проходит поп-ап какого-то магазина, могут купить какие-то там варианты, полноформатные какие-то товары, либо маленькие тоже пробники, и еще играть в какие-то игры, какие-то лотереи со скидками, попробовать товар. Так они познакомятся с новым брендом или магазином, и потом сами могут уже поехать туда, где реально магазин этот находится, или онлайн купить. Поэтому в Корее магазины пряжи так делают и приходят в торговые центры. Больше людей могут познакомиться с этими магазинами. Конечно, там же есть скидки, поэтому я и ходила, что там были скидки. Я купила вот упаковку пряжи, из которой можно связать вот такой шарф. У меня было 8 моточков, и сейчас я всю эту пряжу покажу. И приятного вам просмотра! Итак, шарф, который я буду вязать, фото прикреплю здесь и здесь. Это популярный шарф, Берлин скарф. Много разных видео посмотрела на ютубе, много было на английском и на корейском. Поэтому для начала нужно набрать цепочку крючком, а потом уже спицами по этой цепочке спицами набрать петли и в круговую вязать. Сейчас покажу, что буду делать. Вязать буду в 2 нити, поэтому и крючок тоже, поэтому и спицы тоже такие крупные. Всегда из центра достаю. Сейчас, надеюсь, что-то найду. Как быстро получилось. Так, и второй. Такая ниточка. Так, как вязать этот шарф? Как набирала я петли, замыкала в круг и дальше вязала лицевыми петлями, вы можете увидеть в этом видео. Я уже короткий ролик выпускала, он достаточно подробный, и многие даже начали по нему вязать, поэтому можете смотреть. Думаю, отдельно не нужно снимать, можете там разобраться. Можно даже вязать не в круговую. Я вязала в круговую, поэтому сам вот этот Берлин шарф
вяжется в круговую, из-за этого он получается двойной и вот такой теплый. Можно, конечно, так не вязать, можно просто поворотными, то есть лицевые туда, обратно изнаночные, получается такое обычное ровное полотно, и уже внизу довязать кисточки. По кисточкам тоже у меня есть отдельный ролик, кисточки тоже можете вот здесь посмотреть, поэтому все я рассказывала, как это вяжется. Если вы знаете какие-то другие варианты, может, видели другие видео, как это вяжется, то можете тоже делиться. Я поделюсь ссылками тоже, какие мастер-классы я вот здесь на YouTube нашла, поэтому можете в описании перейти. Ссылки на похожие вот шарфы я уже оставила. Там отдельный мастер-класс на этот шарф я не снимала, потому что это не мой дизайн. Такие шарфы уже есть, даже название у него есть, поэтому можете переходить и смотреть тоже. У меня личный такой тут лайфхак. Если много надо набирать длинную цепочку, чтобы 100 раз это все не пересчитывать, я ставлю маркер. Например, я 50 набрала, вот здесь маркер поставлю уже 51, 52. Дальше продолжаю набирать. Не знаю, может, вам пригодится. Я обычно так на каких-то вот отрезках по 20 или по 50 вот ставлю маркеры. Цепочка набрана, 85 воздушных петель я набрала. Теперь по ним буду набирать уже петли спицами и вот так замыкать в круг. Зрительный зал. Кэл, что такое? 84 петли набрала, и теперь просто буду в круговую лицевыми петлями вязать на длину, которая мне нужна. Вот столько набрала пока, за 23 минуты провязала часть рядов. Но по кругу вяжется легко. Еще чтобы быстрее вязалась, я вот эту вторую спицу, с которой петли снимаю, провязываю, меньше поставила. То есть здесь основная у меня 7, вот здесь шестерка. Поэтому, когда вот так вяжу, петли с этой спицы быстрее снимаются. Там зеркало внутри, точнее два. Одно зеркало собирает свет, а другое увеличивает изображение. верно. Почти час прошел, связала вот столько. Можно, наверное, еще минус сделать то, что я снимаю, поэтому я бы минус вот эти 9-10 минут и сделала. То есть 50 минут я вот вязала. Вот столько. Плюс еще это же в круговую. Мне кажется, нормально. Ну, интересно, сколько часов понадобится, чтобы длинный шарф связать. Буду вот так проверять, сколько дней у меня на это выйдет. Я вчера уже начала вязать кисточки на моем шарфе. Уже 2 вот так связала, и 3-ю начала. Ну, скоро уже заканчиваю. Совсем чуть-чуть осталось. Уже хочу быстрее закончить. Толстые получаются. Какая я дура. Да я о чем? Да лучше еще без мужиков. Только вот запутывают. Ты же до Макара нормально жила. Помню, довольная ходила. Я дура, что с ним рассталась. Может быть, просто сказать ему, что это была шутка. Не, вообще не вариант. Давайте прижмите ее посильнее. Наконец-то по-настоящему буду счастлива. Смогу быть собой.
Потому что я всегда как будто боялась самой себя. И думала, что если там и дома. Но однажды, разбирая хлам в папином гараже, я нашла старенькую пленку. В 4 классе я сняла какой-то дурацкий фильм. Я запустила его и вдруг увидела себя в детстве. И я совсем не узнала себя. Я была совсем другой. Я была такой свободной и такой бесстрашной. Я просто наслаждалась собой. И я поняла, Тами здесь абсолютно ни при чем. Дело всегда было во мне. Я искала ответы в других. А ответы были во мне. Мне нужно было всего лишь перестать бояться. Пауза. Бояться. Зацепит. Не боись. Я нежно. Эй! 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 Отведите меня. Чё? Как тебе? Море. Красиво. Холодно, да? Да, руки замерзли. И еще Восточное море более такой синий свет. И Желтое море реально желтый, поэтому такое. Пойдем в волны прям близко снимем. Идем. Иди.